Счастье, счастье, счастье летит. Летит счастье от самого Плутона. А какое счастье может быть от Плутона? Это формула, философия жизни. Это трансформации, за которой крепко держимся. И в 2023 году мы с этой формулой позитива, стержень, несмотря ни на что, подкладываем философию жизни и смело идем в 2023 году. Итак, вы понимаете, пойдет речь о Плутоне. О Плутоне, который делает транзит. Делает транзит пробный, и этот транзит «я устал, я ухожу, но делаю хирургию». Такую хирургию, которая необходима, которая созрела. Ее нужно сделать, эту хирургию. Ну, вот такой Плутон. Так себя ведет эта по размеру очень маленькая планета, но по влиянию очень глобальная, мощная, сильная. И с этой планетой нужно быть очень далеко видеть и соблюдать. С этой планетой ты всегда перед выбором. Эта планета тебя перед выбором ставит. И этот выбор только за каждым человеком, за самим собой. Но Плутон подводит тебя к какому-то выбору. Вот таким образом трансформируя, а ты там, какой ты путь выбираешь. То ли ты выбираешь путь подземных темных сил, то ли ты выбираешь путь, а что можно из этих недр взять хорошее, взять полезное. То есть тоже это Плутон, это все, что связано под землей, все, что связано с полезными ископаемыми, всякими минералами. Но тем не менее, это для того, чтобы туда пробраться, ты должен сделать какие-то раскопки, то есть какие-то хирургические операции, если это говорить в нашем рутинном образе жизни. Итак, Плутон. Плутон 23 марта делает транзит в знак зодиака Водолей и будет там находиться до 11 июня. Это очень пробный переход. Ну, вы представляете, такой по масштабу гигантище, но маленькая планетка, а по масштабу такое гигантище идет к свободолюбивому Водолею. Плутон все сносит, отживает старое, он тебя трансформирует. А что делает Уран? Что делают сами Водолеи? Они не хотят и не любят застоя, они не любят, когда их куда-то в клетку посадили и запрещают им. Что такое Водолеи? Это развиваться только в свободе. Общество может развиваться только когда оно свободно. И ты сам по жизни. Если ты не свободен, это и ментальная свободность. Если ты не свободен, ты не развиваешься. И, конечно, этот переход будет медленный. Еще немножко. Сейчас это будут пробы пера, только чуть-чуть Плутон пощупает, потрогает, попробует. Потом вернется назад к Козерогам и уже окончательно выйдет в 2024 году, в январе месяце, окончательно пойдет к Водолеям. Пока вот этот переходной период, пока Плутон будет находиться, пробовать себя у Водолея, что и как себя ведет Плутон. Сейчас об этом поподробнее. Ну а вижу Розану. Слышу такие слова. И вот сам Плутон сегодня к нам пришел. Вот это Плутон
кто его знает, это Жужа. Это Плутон, да. Тоже с нами сегодня. Ну а вижу Розану, вижу Жужу. Такие прекрасные слова счастья. Конечно же, такой же плутоновский лайк. Вижу, поставили. Спасибо большое. Итак, начинаем. В астрологии Плутон – это огромная энергия и мощь. Любая планета, которая начинает с Плутоном взаимодействовать, то есть дает ему какие-то аспекты, всегда получит от Плутона вот эту мощь и поддержку. Но почему? Перед выбором. Смотрите, если те транзиты, которые будут, те аспекты, которые будут делать другие планеты, конечно же, мы будем их рассматривать отдельно по мере того, как они будут делать свои аспекты. Делается аспект, если это гармоничный аспект, вот эта мощь, эта энергия, эта сила, она в гармонии. Оно передает, Плутон передает, пользуйся, делай. Если это выстраивается квадратура или оппозиция, то есть конфликтный, то есть напряженный аспект, что делает здесь Плутон? Он тебя ставит перед выбором. Хочешь, иди вот этим путем. И он тут тебе такую мощь и поддержку даст в негатив, в агрессию, в злость, в недовольство, в несчастье, в неверие. Он тебе тут дает очень большую поддержку. Если ты выбираешь другой путь, я пробую, у меня получится, я справлюсь, я верю в чудеса, эти чудеса произойдут со мной, я обязательно и так, и так. Он тоже сюда тебе дает эту мощь и эту силу. То есть, когда выстраивается напряженность между, аспект дает к Плутону, между этими Плутонами, то ты всегда перед выбором. Перед выбором. Выбор всегда за тобой. Что несет за собой Плутон? Плутон несет за собой перемены, особенно когда он делает транзит. Сделает транзит на целых 20 лет. Последний раз такой транзит был в 1700. Вот такой транзит точно был. Представляете, какая медленная планета и гигантище какое. Итак, что несет за собой вот этот маленький? Я устал, я ухожу, но на время. Как будто пробует, вот знаете, пробует. Он, да, делает транзит к водолеям, но он пробует вообще всю вот эту вот жизнь, которая существует, он ее пробует. Что тут на Земле? Плутон же, это ж под землей, это царство тьмы. И вот он пробует, что тут у вас на Земле происходит. А ну-ка я сейчас попробую. Как будто немножечко для себя что-то ознакомлюсь, с чем мне предстоит этот транзит на 20 лет, с чем мне предстоит иметь дело. Итак, перемены, трансформации, разрушения, потери, перерождения, уничтожение старого и отжившего, резкий рост и глобальные, не перемены, возможности. Конечно, эта планета является великим хирургом. И хирургия происходит по Плутону. Не только физически он что-то разрушает тебя или рану твою скрывает. Это происходит и ментально, словом. Ментально. Ментально происходят какие-то хирургические вмешательства. То есть ты прозреть можешь, ты на что-то решиться можешь, ты озарение какое-то может, ты творчество, что-то в науке какие-то новые, направления в медицине какие-то новые. То есть он дает очень большое развитие ментально, то есть не только физически, но и ментально, и, конечно же, психологически. Это гигант, это психологический гигант. Будем говорить подробно, так быстро и поверхностно не о Плутоне разговор.
меняется качество взглядов на жизнь. Вот у тебя на твою жизнь меняется взгляд, на это качество жизни. Конечно, все, что связано по Плутону, и такой транзит по Плутону, это происходят очень психологические изменения. Вот ты не хочешь, а тем более, когда будет это в Водолее, ты не хочешь по-старому, ты не можешь по-старому. Тебе это отжило, это тебе не нравится, это тебя не устраивает. Тебе хочется по-другому, тебе хочется по-новому. Очень многие избавляются, потому что эта трансформация, избавляются от зависимостей, избавляются от каких-то привязанностей, избавляются от страхов. Еще раз говорю, ты перед выбором. Но точно так же ты можешь еще больше погрузиться в зависимость, еще больше погрузиться в какую-то безвыходность. Ты перед выбором. Ты можешь избавиться, а ты можешь еще больше себя куда-то втянуть. Это всегда перед выбором. Плутон – это твой выбор. Он тебе поможет, да, сильными трансформациями, но выбор всегда будет за тобой. Все, что мешает развитию, эволюции, вообще развитию, Плутон будет на своем пути уничтожать. Только прогресс. И еще и плюс это в Водолее. Это только на опережение и только прогресс. Не работают старые формы. Когда Плутон находился в Козероге, он находился долгое время в Козероге, там боролись системы, боролись взгляды, боролись ментальности старого, застойного такого, устроенного, сложившегося уже. И что-то новое, прогрессивное. Они между собой вели борьбу. Там Сатурн делал свое дело, он не давал в Козероге, управитель Сатурн, он не давал сильно вот этому процессу, хотя сам по себе процесс этот шел, но, конечно, загонял Сатурн в рамки. И настолько Плутон там устал, что он уходит с удовольствием. Сейчас Плутон на последних градусах. На последних градусах. И эти градусы последние и первые, когда заходят, эти градусы очень успешные. Эти градусы будут иметь большую надежду, на которую можно возлагать. Но, знаете, ты всегда перед выбором. Ты выбираешь или эти последние градусы как на возрождение, или ты выбираешь эти последние градусы как на разрушение. Оно в двух всегда направлениях. Плутон всегда тебе покажет. Хочешь, но через препятствия ты преодолеешь. Вот это такой спорт. Один спортсмен получает травму, и он вперед, и поднимается, и он себя реализовывает. Другой в такой же ситуации не справляется и тоже себя в никуда реализовывает. Вот в уныние, в грусть, в неверие. Вот так со мной жизнь поступила, вот так обстоятельства сложились, вот так моя жизнь, вот препятствие случилось, и я это пестую, и в этом во всем это тоже путь по Плутону. Еще раз говорю, всегда у Плутона выбор есть. Всегда два направления. Выбор за человеком. Дальше, мои хорошие, что еще сделает Плутон? Конечно, сейчас, вот так как сейчас, немножко рановато пройтись по всем знакам, как себя будет вести Плутон. Поближе туда, к январю месяцу, когда он окончательно зайдет к Водолеям, тогда я сделаю видео и по каждому знаку мы пройдемся. О чем это будет? Вот Плутон как будет себя влиять. Поэтому говорю вот то, что сейчас пробы пера. Пробует Плутон, пробует, щупает, заходит к Водолеям. Плутон
всегда сделает очень щедрые подарки. Вот кто меня сейчас услышит? Ты перед выбором. У тебя есть выбор. Туда пойти или сюда пойти. Это всегда остается за человеком. Если ты пойдешь вот сюда, преодолевать, разбираться, делать, верить в чудеса, еще раз делать, переделывать, стремиться, в позитиве быть, философию жизни развивать, ты получаешь большие-большие награды от Плутона в виде результатов. Ты видишь результат. Если ты идешь в эту сторону, ты тоже получишь вознаграждение. Ты не веришь, ты в отчаянии, ты агрессивный. Плутон – это еще и агрессия. Ты агрессивный, ты недовольный, ты все хочешь еще больше разрушить, ты разрушаешь. Не получается, ты не стараешься, вернее, ты стараешься этот процесс, ты его поддерживаешь. Ты тоже здесь получишь вознаграждение в виде, в каком? Даже намеков не буду перечислять. В виде болезней, в виде потерь, в виде и так далее, так далее. То есть это от Плутона тоже будет награда. Не получается у тебя. Никак ты можешь с этим разобраться. Тебе здесь не интересно. Тебе не интересно. Плутон тебе поможет освободиться от всего этого. Таким вот образом работает Плутон. Первые вот эти его шаги, когда он сделает попытку перейти к водолеям, это уже такая возможность изменения своей жизни. Это уже есть возможность. По Плутону не обязательно писать планы, как это, например, делает Сатурн, как это, например, делает Солнце. Совсем не обязательно. Или Меркурий. Вот там, ну-ка напиши планы, составь эти планы. По Плутону не обязательно. Что по Плутону важно выработать в себе? Я чувствую. Я чувствую. Такое животное чувство, оно присутствует у каждого. У кого-то это душа, у кого-то это сердце болит, у кого-то это немножко прям желудок реагирует, тебя не как будто подташнивает, или как будто у кого-то озноб начинается, у кого-то в жар бросает. Это наше природное. У кого Плутон находится в самом Скорпионе, или сами Скорпионы, или вообще водные знаки. Оно здесь вот такого вот тут вот где-то вот здесь связка это есть. То есть небывалая возможность поменять жизнь кардинальным образом, пробуя свои чувства. Это надо в себе развивать. Они нам даны от природы. Если ты находишься в каких-то отношениях, и тебе всегда от них плохо, но периоды есть вроде ничего, но человек, с которым ты находишься, обижает так, что тебе прям разрушительно идет. Ты перед выбором. Следуй своему внутреннему вот этому голосу, своему внутреннему чутью. Это Плутон. Он дает вот это наше природное, на поверхность выходит. Разбирайся с самим собой. Реагируй на вибрации своего тела, на вибрации своих подсказок. Ну что еще так? Так еще сильно много не буду по домам идти. Что еще скажу? Да, конечно, Плутон это очень парный знак. Плутон и страсть любовная. Вот не просто ты встретился с человеком, отношения страсть. Завязка. Это может быть ментально. Вы страсть. Вы что-то над одним проектом работаете. Вас что-то вместе захватило, какое-то. У кого-то учение какое-то. У кого-то вера какая-то захватила вместе. У кого-то искусство. У кого-то строительные какие-то
археологические раскопки. Вот вас что-то соединило, и оно имеет страсть, ученость какая, учение какое-то новое. Ну, что-то вот такое, страсть. Как вот на ментальном, еще раз говорю, так на физически тянет людей друг к другу. По Плутону в Водолее достаточно свободы, которая тебя вот захватит. Очень много образуется в период прохождения Плутона по Водолею. Очень много образуется пар. Люди будут парными. И эти пары будут создавать просто шедевры. Вот люди в паре вместе настолько будет развитие сильно, друг другу давать вот эту силу, на что-то развиваться, что от любой пары могут возникать и интеллектуальные какие-то новшества, интеллектуальные медицинские открытия. Это и в области искусства, это и в области космоса, медицины и вообще жизненного развития может быть. И когда находиться будет Плутон, а он там будет находиться 20 лет, избавимся от многих болезней, которые годами, такие болезни, как рак, такие болезни, как онкология, как диабет, которые захлестнули мир. Возможно, и найдутся противостояние этим болезням. Значит, это и еще очень сильное, это финансовые способности, это такой финансовый интерес. Причем финансы, которые ты зарабатываешь своим интеллектуальным, ты схемы выстраиваешь, ты методы находишь. Очень хороший такой финансовый подъем может быть, чему и способствует Плутон. Это, конечно, потому что все, что под землей, это богатство. Это богатство составляет тоже финансовое. Дальше. Умение организовать людей. А тем более в Водолее организует за собой, просто вот за собой такая волна людей. Что еще? И, конечно, будет очень сильное слово. Да, ты самому себе сможешь слово дать, ты самому себе можешь слово сказать, ты своим словом можешь самого себя в первую очередь вытащить из какой-то ситуации. Ну что, мои хорошие, очень жду транзит Плутона. И особенно вот на этих первых градусах мы сейчас с вами можем и будем наблюдать картину, которая будет происходить. Но давайте будем смотреть, не будем смотреть вот так вот глобально. С самим собой бы разобраться, со своей жизнью бы разобраться. Поэтому вот этот переход пустим на себя, на свою жизнь, посмотрим, какие преобразования Плутон дает идеи. Очень важно вот в этот период, займитесь чем-то, развивайтесь, даже, может быть, хотя бы сделать запрос. Придите ко мне идеи, интерес прояви, чтобы интерес появился в жизни, чтобы вкус появился в жизни, через идеи, через работу, через труд, через увлечение. Приди ко мне вот этот вот вкус жизненный, интерес к жизненный. Запрос этот делайте. Очень сильно по Плутону совершаются чудеса. Очень сильно. Плутон – это, конечно же, планета чудес. Те, кто в них верит. Те, кто в них верит. А кто верит в чудеса? Кто верит в чудеса? Дети верят в чудеса. И с ними эти чудеса происходят. Пока ты в них веришь, они к тебе приходят. А когда ты в них не веришь, они к тебе, конечно же, не придут. Вот такой маленький обзор транзита Плутона в знак зодиака Водолей. Наверное, это прям мой фаворит. Я обожаю Плутон. Тем более, представляете, идет к Водолеям. Там, где управитель Уран, еще один гигант.
И там, где управитель, опять Сатурн. Просто 3 гигантища собрались. Ну должно что-то из этого произойти. Они все вместе, вот эти 3 гиганта, они, конечно, сотворят чудеса. И вполне, может быть, придумается такая волшебная таблетка долголетия, продления жизни. Но мы будем с вами говорить, мы будем с вами, конечно же, к Плутону возвращаться и возвращаться. Мне есть что вам сказать. Нам есть о чем с вами говорить. И Плутон, конечно, самое большое, что еще Плутон, от чего остерегает Плутон, самое такое распространенное у Плутона, это гигиена. Это гигиена, о которой кричит и требует Плутон. Это гигиена отношений между людьми. Соблюдать абсолютную гигиену. Потому что Плутон, соединяя людей, ты можешь, и не соблюдая каких-то правил, ты можешь очень легко впасть в ненужные от своих контактов ненужные заболевания. Поэтому аккуратно и чистоплотно в этом отношении. Да, Плутон отвечает за наши личные контакты, private, частные контакты. Очень сильно за это отвечает Плутон. Поэтому по Плутону соблюдать абсолютную гигиену своего тела. Вот так могу сказать. Думаю, вы понимаете прекрасно. Ну что, мои хорошие, немножко прошлись с вами по Плутону. И туда поближе, к январю месяцу, я пройдусь по всем знакам, каким образом уже здесь, на нашей рутинной жизни, по знакам, как это будет, по домам пройдемся, как это будет по всем знакам. Бесконечно вас уважаю. И по Плутону я думаю, что мы с вами немножечко и материально, и по-другому к этому относиться будем. И материально немножечко будет преобразование. Оно будет. Мы будем с вами за этим, конечно же, процессом наблюдать. Все. Уважаю вас, бесконечно уважаю всех вас. Спасибо огромное за счастливые лайки. Все, кто со мной. И соблюдая подсказки звездного неба, а эти подсказки очень практичные. Они на практике, они не просто на теории. А вот так Луна, а вот здесь Солнце, а они соединились, а это. Есть практически все подсказки, которые я делаю в своих видео. Соблюдая эти знания, эти подсказки, мы с вами в 2023 году крепко держимся за позитив, за философию жизни, сила духа, и несмотря ни на что, с вами будем счастливыми. Обнимаю вас. Жду от вас лайки. Спасибо.